Здравствуйте. В комментариях к необзору Лотры, регулярнейшие на стримах, вы спрашиваете меня об одном и том же. Просите меня порассуждать на тему актуальности «Властелина колец Онлайн» в 2021, вообще-то уже 2022 году. Так что да, в этом ролике я отвечу на два главных вопроса. Актуальность Лотров в 2020 и в ближайших последующих годах, и нужны ли ру-сервера игре. Перед началом я лишь хочу пригласить вас в свой телеграм-канал, в котором все регулярные анонсы роликов, стримов, новости ММО, мои мысли и рассуждения. Очень важно на него подписаться, ссылка в описании. Начнем, пожалуй, с вопроса, актуально ли Лотро в наше время и будет ли актуально в ближайшем будущем. Что вообще есть им Властелин колец Онлайн? С точки зрения именно концепта, это EverQuest-подобная классическая MMORPG. Нас, значит, как правило, большой open world, таргет-боевая система, завязанная на ротациях, а также вертикальная прогрессия геймплея с повышением левел-капа, открытием новых зон и введением каких-то новых механик, повышением силы персонажа в каждом крупном патче. Из похожих игр у нас есть WoW, EverQuest 2, на который до сих пор аддоны даже выходят, был Rift, помянем, и, конечно, Final Fantasy 14. Но насколько этот концепт остается актуальным? Ведь не стоит отрицать, что концепт SO или GV2 или, например, того же Destiny 2 гораздо более современный ввиду вертикальной прогрессии, малых время затрат и относительно удобной системы монетизации. Однако, как показывает практика, желание людей играть в классические ММО все еще велико и с годами только увеличивается. Можно сказать, что да, вернулась и такая мода на классику. Во-первых, тот же WoW, который за счет своей концепции существует достаточно успешно уже 17 лет. Проблемы жесткие у него начались только в последние пару аддонов, Shadowlands получился откровенно помойный, и огромное количество людей требует от WoW возвращения классической концепции и снижения градуса эпика. Потому что тот же Shadowlands уже совершенно другая игра с точки зрения лора, сюжета, игромеханик в первую очередь, конечно, да. Плюс не стоит забывать, какой лютый ажиотаж был по WoW Classic и насколько сейчас популярен классический кластер в целом. И желание людей играть в классические ММО доказывает уже немножко другая игра, Final Fantasy 14, которая по механикам самое что ни на есть EverQuest подобная классика. Рынок в целом сейчас эту тенденцию на классические ММО подхватил. Кто-то в краткосрочной перспективе, возрождая всякие PvE Classic, Ion Classic, перезапуск Requiem Online, а кто-то возрождает прямо целые проекты для перспектив долгосрочных. Например, масштабный аддон на СВТОР. Казалось бы, Electronic Arts уже давно похоронили игру, как и весь жанр для себя, но нет, они начали ее восстанавливать. Но вы спросите, при чем тут Лотра? Если люди идут играть именно в FF14 тот же, а Лотро при этом никогда не была сверхпопулярна. Это аргумент. Лотро всегда была довольно обособленной, не сверхпопулярной и во многом локальной игрой. Но она никогда не была мертвой. Количество народу там вполне достаточное на данный момент, чтобы проходить эндгейм контент, бегать в старый контент по фану. На Эвернайте вечно переполненные этены, постоянно ищут куда-то пати. Если вам кто-то говорит про низкий онлайн, это скорее всего какой-то дурачок с американского Брендивайна, который, видимо, не в курсе, что прайм там Европы и Америки слегка разный. На Европе народу в прайм прям реально хватает. И спустя 15 лет игра все еще остается на плаву и развивается. А в последнее время она очень активно развивается, кстати. Аддоны на нее выходят, при этом регулярно. Чуть больше месяца назад состоялся релиз аддона «Судьба Гундабада» с новым классом. В игру планируется введение новой расы речные хоббиты и так далее. Плюс уже есть слухи про следующий аддон, который отсылает нас к войне в Шире. Плюс началась довольно активная переделка старого контента, что заставляет лично меня, например, натурально переоткрывать для себя игру. Вывод тут один. Концепция классических MMORPG все еще остается актуальной. И проблема не в том, что у людей нет времени или там нет желания, там у всех дети, внуки, нет. Все у них есть, как показывает практика. И время, и средства, и желание. Но на одном концепте не уедешь, как я уже говорил. Ибо важна реализация и техническая составляющая. И объективно у Лотро с этим проблемы, которые мешают новым игрокам в нее погрузиться, предпочитая, например, уходить в WoW. Лотро игра уже устаревшая с технической точки зрения, а это действительно большая проблема. Да, в ней обновляют графику, особенно если взглянуть на последние аддоны и локации, там колоссальная разница с локациями тех же теней Ангмара. Сколько лет-то прошло? Обновляют модельки, но при этом костыли
миссии старые никуда не деются. Есть проблемы с анимациями, с текстурками и, конечно, с производительностью. Спасением для игры мог бы стать графический ремейк или перенос на новый движок, но, к сожалению, по мнению инвесторов, овчинка в выделке не стоит. Кто мы такие, чтобы с этими счетоводами спорить? Однако, как вы знаете, недавно компания N8 Global 7 приобрела компанию Daybreak, которая сейчас является издателями и партнерами Standing Stone Games, собственно, разрабов Лотры. После покупки Daybreak шведами, Daybreak часть денег, конечно, оставили за свои проекты, но при этом инвестировали в Лотру определенную крупную сумму этих самых денег. Эти деньги должны якобы пойти на улучшение Лотры в графическом плане и выходе игры на консолях. И с этим всем у людей возникли определенные сомнения. Во-первых, на тему графики. Проблема графики в Лотро не из-за того, что художники и моделеры не могут красиво нарисовать текстурки и 3D модели, а скорее в том, что технические ограничения движка не позволяют это адекватно делать. Движок Лотры старый и корявый. Им понадобилось очень много времени, чтобы перевести его на 64 бита. Но в игре до сих пор отсутствует многопоточность, и прикрутят ли ее вообще, хрен его знает. Скорее всего, нет. Это очень необходимо для оптимизации, я бы сказал, жизненно необходимо. Самый ярчайший пример — это Minas Tirith в игре. Разрабы не имели морального права схалтурить на масштабах и детализации этого города. Это легендарная локация, и они сделали ее отлично. Но движок игры эту локацию вытягивает с таким скрипом, что логодром просто тотальный. Да даже в Бри, уже в почти 2002 году, на мощнейших системах, которые способны переваривать очень графонистые игры, до сих пор откровенно жестко подлагивает, потому что одноядерность. И нет, перевести Лотро на другой движок по сути-то и нельзя. Просто невозможно, это так не работает, и я на стриме об этом пояснял очень развернуто. Поэтому надо допиливать этот движок. Это раз. Второе, это на какой график апдейт рассчитывают сами инвесторы. Конечно, хотелось бы полный графический реворк от текстур до анимаций, прям таки ремейк. Но реальность такова, что судя по презентации для инвесторов от этих самых N8 Global 7, какой-то прям графической революции ждать явно не стоит. Для начала, обратите внимание на вот это вот. Это то, что у них запланировано. Четвертый квартал 2021. Какая-то шароварная хрень для казуалов, она нам слабо интересна. 2022. Это четко по графику выпустить две игры. Воксельный какой-то говношутер и какой-то мультиплеерный PvE кооп. А далее у нас идет среднесрочная перспектива и долгосрочная перспектива. Лотро у нас в среднесрочной. Это значит, что в 2022 работа над этим будет активно идти, но не закончится, и темпы будут более быстрые, чем у долгосрочных проектов. То есть нет четкого графика, что вот в 2022 все эти фишки точно будут прям железно реализованы, но и до 2030 никто тянуть не будет. Обычно среднесрочные перспективы это примерно 2-3 года, не более. И что там говорится в пункте про Лотро? Давайте изучим. Властелин колец онлайн постоянно входит в топ-10 ММО. Пояснения по каким именно рейтингам на каких сайтах, правда, нет, ну да хрен бы с ним. Большая и правдивая симуляция мира Средиземья Толкина в онлайне. Это правда. Это единственная игра в мире, которая дает тебе детально воссозданное Средиземье и возможность его практически свободно исследовать. Сериал от Amazon, основанный на IP Властелина колец, является самым высокобюджетным в мире и, по мнению N8 Global 7, должен очень сильно повысить интерес к Средиземью, из-за чего издатели Daybreak инвестировали в игру довольно крупную сумму средств, которая должна пойти на улучшение игры в графическом плане и релизе на консолях. Это очень амбициозно, надо сказать. Однако я напоминаю, что это всего лишь кусок информации для инвесторов. Грубо говоря, N8 Global 7 пытаются убедить таких толстых богатых дядек вложить в них деньги, а тех, как правило, детали не интересуют от слова совсем. Нигде нет никаких четких пунктов, насколько именно улучшится графика. Есть просто пункт обновления, мол, смотрите, инвесторы, мы игру улучшаем, дайте нам за это денег. И это довольно забавная хитрость, потому что графика во Властелине колец онлайн обновляется регулярно. Обновление моделек игровых рас, увеличение дальности прорисовки, количество травы, я уж молчу про переходы на DirectX 10 и 11 в прошлом. Из последних улучшений это недавний буст модели освещения на так называемый Per Pixel Lighting Alternation, который не то чтобы кардинально, но прям очень ощутимо бустит освещение в закрытых пространствах, что было крайне важно для последних обнов Лотры, где действие происходит в подземке и в горах. Этакая Мория 2.0, как называют гундабат игроки. Короче говоря, слушать N8 это дело бессмысленное. Нам нужны детали. Конечно, только сами разрабы знают, что они смогут сделать и чего от них стоит ждать. Вернемся к стриму разрабов от 22 октября 2021. Там было много ответов на более мелкие и житейские вопросы вроде PvP ивента Бомбадила, лагов Эвернайта, которые реально, кстати, бесят
походу на Лурелин трансфернуть скоро. И так далее. Выделим главные пункты из часового интервью. А именно, планы на начало 2022 по обновлению игры. Первое. Новые конфигурации серверов. Да, как выяснилось, у Лотры все еще 32-битные серверные машины, что весьма странно. И в 2022 они как раз планируют обновить сервера, частично уже обновляют, например, на Ландервале и Аркенстоуне, плюс перелопачивают серверные конфиги в целом, что должно положительно сказаться на той части производительности, за которую отвечает именно сервер. Инвестиции позволили им нанять команду инженеров, которые уже начали активно работать. Короче, лагов должно стать заметно меньше. Все это они делают не только ради старых игроков, но и хотят быть готовы к наплыву новых. Они планируют улучшить визуальные эффекты и улучшить анимации. И многие задаются вопросом, а почему все так долго? Ответ простой. В 2020-м их только-только купили Энейды и проспонсировали, в конце 2020 года только распределили бюджет, затем были разработаны все диздоки, концепты, планы, в общем, вся жесткая бюрократия. И сейчас, как ответил продюсер Лотро, когда они стали частью гораздо более крупной компании, у них есть возможность сильно расширить штат. Это и инженеры, которые перелопачивают сервера, это и художники с дизайнерами, целая команда, которая как раз таки начала заниматься графическим апдейтом, эффектами, интерфейсом, анимациями. И этим всем ребятам нужно было время, чтобы их нашли и приняли на работу, чтобы те адаптировались, разобрались с инструментарием и начали, собственно, потихоньку работать. И плоды их трудов уже можно найти в игре. Но опять же, напоминаю про переделку освещения в помещениях, это только один из примеров. И сейчас штат практически набран, новые команды начинают свой разгон и работу, так что в 2022 результаты будут гораздо более очевидные и явные, хотя их и сейчас много. Это и новые локации, это и переделка Эттен, и переделка PvP в целом, и еще много всего прочего. Что планируют разрабы дальше? Из мелочей важных можно выделить лучшую адаптацию к 4К мониторам, и это тоже важный пункт, потому что интерфейс игры древний, как говно мамонта, и по 4К совершенно не скалируется, и просто мыло нечитабельное. Есть костыли, которыми можно это поправить, но нативный, доработанный 4К интерфейс — это вроде бы мелочь, но гиперважная. Но на момент презентации в октябре разрабы еще не знали, как точно будут его править. Просто расширять старый или переделать все с нуля на новом API. Но, видимо, на сегодня у них явно есть какая-то тактика, и они ее придерживаются. Ждем более подробной инфы, конечно. Но суть в том, что будет жесткая переделка всего квест-хелпера, квест-маркеров, что тоже очень круто. И ты сможешь отслеживать больше квестов, и зоны выполнения квестов будут гораздо корректнее. Плюс будет корректное отслеживание сюжетного квест-лайна, потому что сейчас это откровенно неудобно. И переделка всех остальных элементов интерфейса, конечно, всех его окон, возможно, еще иконок и так далее. Это для них задача на ближайшее будущее. Плюс они планируют больше косметики и вариантов кастомизации для разных рас, как для новых, так и для старых. Это будет после Нового года, скорее всего, с релизом расы речных хоббитов или чуть после того. То есть персонажи станут гораздо красивее. Причесочки, бороды, это все тоже очень важный момент. Дополнительные параметры настройки мира. Тоже крайне важно. Объясняю почему. Сейчас на легендарном сервере тестируется один параметр, который позволяет увеличивать сложность мира. Суть в том, что сейчас low-level контент игры из-за изменений в игре механики можно выносить вперед ногами. Однако есть люди, которые играют на легендарных серверах, чтобы почувствовать какой-то дух прошлого. И там была введена система Landscape Difficulty Options, которая позволяет изменять сложность мира вплоть до того, что даже на зеленых слабых врагов вам придется собирать полноценную пати. Штука интересная, особенно для тех, кто хочет играть максимально в группе. Единственное, чего разрабы пока не планировали или же не объявляли, по крайней мере, об этом, это какие-то механики скалирования и занижения. Смысл в том, что ты порой довольно быстро перерастаешь некоторые зоны, или у тебя есть low-level друг, с которым ты хочешь побегать на равных. Во многих ММО есть такая фишка, что твой левел понижается до максимально доступного на локации. Конечно, это должно быть опциональной функцией. Так, предположим, в землях Бри, по желанию, конечно, ты мог бы понизить свои статы левела до 25-го, в Авендиме до 45-го и так далее, чтобы ты ощущал какой-никакой челлендж на этих локациях, когда делаешь старые квесты и инсты или хотя бы там фармишь марки. Предложение такой механики есть на форуме, но пока разрабы ничего конкретного не обещали. А хотелось бы, потому что вкупе с увеличением сложности мира может получиться великолепная система, которая позволит зачищать старый контент гораздо интереснее, чем бегать и ваншотать всех, ломая при этом всю атмосферу как таковую. В общем, ждем новостей, надеемся, что разрабы все-таки сделают что-то подобное, так как я снова подчеркиваю, речь шла о расширении функционала настройки мира.
Ой, довольно много я тут наговорил, но надо все это слегка скомпоновать и выразить личное мнение. Не так. Лично мне кажется, что действительно из-за технических ограничений движка ждать какой-то графической революции глупо и бессмысленно. Игра не станет выглядеть, как будто ее ремейкнули. И из самого глобального, что необходимо, это поправить движок ради многопотока. Это очень дорого и муторно, но без этого вся дальнейшая кампания по оживлению игры мне кажется почти бессмысленной. Если игроки продолжат лагать, фризить и ловить дропы FPS даже на мощных машинах, что на фоне гораздо более плавных ММО откровенно бьет по мозгам. И это не та вещь, к которой хотелось бы привыкать. Но про это разрабы пока что молчат, что заставляет меня думать о нежелании или невозможности подобного исправления, ну да ладно. На тему графики и визуала, то на самом деле в Лотро все довольно неплохо, если рассматривать особенно новые локации. Плюс старые локации тоже выглядят гораздо симпатичнее, если учитывать все новые технологии. Например, в игре шикарная вода, много травы, неплохие тени и опять же модель освещения в помещениях делает их очень атмосферными. А если по словам продюсера они наняли больше людей и собираются исправлять анимации, эффекты, улучшать старый контент, чем они, кстати, уже занимаются, сам видел, то вывод о графической составляющей можно сделать примерно следующий. Лотро не сможет тягаться с гигантами ММО-индустрии в силу недостаточных бюджетов и топорности движка. Но для игры 2007 года она может быть очень приятно освежена в течение следующего года-двух. И новые анимации, эффекты, интерфейс очень повлияют на первое впечатление, что может вернуть старых игроков и привлечь гораздо больше потенциальных новых. Я уж молчу про то, что мы говорим о самом крутом Средиземье в игровой индустрии, которое не оценит только последний дурак. Совсем дети, ну может быть, но целевая аудитория Лотро это люди за 20, не меньше. И они точно оценят. А что касаемо порта на консоли, то, честно говоря, я в него не верю. Потому что разрабы Лотро как-то говорили, что из-за движка порт невозможен, и даже если учитывать фактор прилива денег и какого-то допила движка и графики, о подобном пока стоит только мечтать, и не в ближайшие года два это точно. Так, небольшие выводы по поводу актуальности игры. Первое. Концепт Лотро все еще актуален, так как классические MMORPG все еще востребованы людьми, и эта тенденция только усиливается. Второе. Лотро ни в прошлом, ни в настоящем, ни в будущем не сможет графически и технически конкурировать с более мощными ММО, но тем не менее, она может выглядеть достаточно свежо, чтобы оставаться на плаву еще с десяток лет и даже привлекать определенную аудиторию. Так что наплыв игроков в Лотро на хайпе сериала вполне себе ожидаем и логичен. Небольшой наплыв, но он точно будет. Так что, в общем и целом, Лотро остается и в 2022 году достаточно интересной и стабильной игрой, в которой ожидаются очень приятные и положительные изменения, которые помогут игре прожить еще добрый десяток лет. Однако у нас с вами, у СНГ комьюнити, есть еще один крайне важный вопрос, который следует обсудить. Русские сервера и их переоткрытие. Для начала, я еще раз напомню, откуда вообще пошла новость, что РУ сервера Лотро будут. Началось все со старого форума Лотро, который еще шевелится, и люди там даже общаются. Пользователь под ником Ferdelance оставил сообщение, в котором было сказано, как вы видите на экране, что Innovu купили те самые N8 Global 7, которые владеют Лотрой, и Innova собирается перевыпускать игру. И у них открыты вакансии. Ferdelance, кто не в курсе, это известный КМ линяги второй, зовут Андрей, и выйти на него не какая-то особая проблема, так что ему сразу же написали люди, и я в том числе. Я лично спросил, правда ли это. Переписку я, конечно, вам показать и опубликовать не могу, это бред, но есть скрины из Дискорда где-то, и я вам, собственно, говорю, что да. Он подтвердил, что работа над локализацией ведется, но практически все засекречено, все, что известно на 100%, это то, что локализация будет, и то, что будет доступен сразу весь контент игры, то есть постепенного какого-то открытия прогресса не будет. Последний аддон, все самые новые системы и максимально полный набор локаций. И еще, пожалуй, одна вещь, которая известна абсолютно точно. Перезапуск будет ориентирован не на старичков игры, а на новых игроков, которые придут после хайпа по сериалу. Старички — это лишь приятный бонус в довесок, и Innova будет очень рада видеть ветеранов и старичков игры на РУ серверах. Но перезапуск — это в первую очередь для новых игроков, и это абсолютно логично. На стримах, опять же, я про это пояснял. Вопрос — когда? Почему так долго? Во-первых, перевод идет скорее всего с нуля. Права на старый перевод и озвучку принадлежат полностью мейлам, и я очень сомневаюсь, что они позволят что-то там юзать компании и конкуренту. Плюс старый перевод откровенно устаревший. Ламповый, согласен, но не для новых игроков. Это мы привыкли к Фродо Торбинсу, Сэмиуму, Скромби и прочему. А новые игроки —
от этого будут в ступоре. И все это надо обновлять, подгонять под новые, скажем так, стандарты, плюс подготовка документации, плюс наем штата, плюс получение сборок, подготовка оборудования. Короче, это на год работы точно. Локализация процесс тоже не из быстрых, уж поверьте. Во-вторых, сейчас у Standing Stone Games идет плотный и жесткий движняк с увеличением штата и переработкой игры. Выпустить сейчас во время рабочего процесса, когда могут понадобиться резкие хотфиксы или патчи в любой момент, или позже, но уже готовую отпатченную версию с кучей нового контента, доработанной графикой и всяким таким. Конечно, позже, ибо встречают по одежке. Во-вторых, выход сериала по Властелину колец состоится осенью 2022 года, и это будет огромнейший ажиотаж и хайп, интерес к Средиземью взлетит до небес. Вы помните, насколько взлетели продажи игр и книг про Ведьмака после релиза сериала? Даже с учетом того, что первый сезон то еще говнецо. Так вот, в одних только штатах продажа игр взлетела на 554%. В одних только штатах. Конечно, стоит выпускать под сериал, ибо по нему будет лютый хайп. В-третьих, весна не лучшее время для релиза подобных сервисов. Весна — это конец игрового сезона. Летом не играет никто. Поэтому летом кризис релизов, обновлений и прочего. Весной хорошо выпустить игру, рассчитанную на быструю прибыль. А конкретно весной выйдет, скорее всего, Aion Classic, который будет греметь это к месяца 3. Иного полутает с него норм бабла, все наиграются, на PvP-шатся, набегаются в бездну и поедут довольные отдыхать по своим Египтам и Турции. А Латро игра совершенно другого плана. Там один только хай-левел, многие будут брать месяца 2, а то и 3. Кач в игре очень жесткий, хоть и очень интересный. Он медитативный, и в отличие от тех же айонщиков, у которых принцип «пока ты спишь, враг качается», игроки Латро все делают размеренно, спокойно и просто наслаждаются миром и атмосферой. Затем будет еще эндгейм, тоже месяца на 3 в казуальном темпе, фарм старых локаций, на марки, фарм репутаций и так далее. И поэтому полный игровой сезон просто необходим игре, чтобы люди залетели осенью, до Нового года игру более-менее освоили, затем до весны накрабились в эндгейме и до следующих патчей летом отдыхали. А летом как раз идеально проводить всякие тесты, кстати говоря, спокойно так, без лишнего ажиотажа. Так что, если собрать все мои догадки и логические недоаналитические умозаключения, я считаю, что RU-версия Латро выйдет осенью 2022 года под выход сериала и под выход всех косметических и технических обнов для игры. Это лично моя догадка. На тему того, что многие старички с глобала сидят и пердят, что не будет этих ваших RU-сервов, вообще забудьте про них. Ну, значит, Ферделанс, с которым общались люди в Дискорде, я общался в личке, значит, все те люди, с которыми я общался, кроме Ферделанса, которые так или иначе связаны с работой по перевыпуску игры, это просто сговорившиеся между собой массовые балаболы. Так что ли? Боюсь, это так не работает. Вопрос слегка в другом. А нужны ли на самом деле эти самые RU-сервера? Вот это уже вопрос гораздо интереснее. Давайте для начала подумаем, какие доводы можно привести за RU-сервера. Первое. Ценовая политика. При всем уважении, но платить 1300 рублей за месяц VIP в игре, в которой он прям очень нужен, это такое себе. Платить тонну бабла за мифрилки, тонну бабла за скинчики и контент. Отсутствие региональных цен очень сильно бьет по кошельку. А Латро, игра с точки зрения фри-то-плея, довольно требовательная. И это хорошо, когда у тебя есть время, и ты можешь фармить те же латропоинты, ну то есть марки, донат-валюту, вы знаете. Но тот же VIP за марки уже давно не взять. Плюс из Steam убрали возможность купить тот самый старый контент по региональным ценам, который долгое время нас выручал. Хотя, я почему-то уверен, что это подсуетилось и ново, чтобы у людей было еще меньше соблазна идти на глобал. В общем, теперь даже старый контент дешево не купить, а он нужен. Далеко не все успели активировать коды на квестпаке, да и вообще эта самая акция с этими латров-реквестами не так часто, как хотелось бы. Справедливости ради, по слухам, разрабы хотят поменять всю систему монетизации и сделать типа как в WoW. Покупка последнего аддона разблокирует абсолютно весь старый контент, кроме тех штук, за которые нужен VIP, чтобы его люди тоже покупали. Но даже если так, то RU-сервы все равно будут гораздо выгоднее по деньгам, этот факт отрицать бессмысленно. Второе. Пинг и сервера. Сейчас все глобальные сервера Латро, и американские, и европейские, расположены в Америке, в связи с чем пинг у игры просто отвратительный. Игру спасает то, что у нее есть очередь умений, а также длинные анимации. Это действительно очень сильно выручает, но даже с этим учетом регулярно играть с пингом по 200 это очень дискомфортно, особенно когда играешь в игры с почти моментальным откликом и нормальной пингой. Из-за этого темп игры ощущается медленнее раза в 2. Я вот лично вообще не могу играть
теперь ни за ХРа, у которого инсткасты, ни за Заща, которому надо максимально быстро гамбиты набивать, ни за Ханта в синей ветке, которому надо двигаться, потому что синхрон анимации откровенно сломан. Я вспоминаю, с каким удовольствием я катал на ру серверах с нормальной пингой, когда смотрю видосы того же Луис Эвана, который за Заща так быстро прокликивает комбы, сердце кровью обливается. К этому еще допом плюсуем серверные лаги, потому что сервы у Standing Stone Games откровенно такие себе, и получаем откровенно неприятный импакт от боевой системы. Не это бьет по мозгам. Пинг — это еще один аргумент в сторону ру серверов. Третье. Ру комьюнити. Я думаю, даже многие ветераны глобала подтвердят, что на ру серверах лотры было очень лампово, пока все не пошло по звезде в Хельмовой паде. У нас были свои знаменитости, свои костяки, ламповые посиделки в пони, концерты на площади, ПВП, какие-то костяки. На глобале с этим все весьма печально. Там довольно жесткое разделение по серверам. На одном ПВПшники, на другом чисто задры ПВЕшники, а в третьем ролевики. На ру сервах все уживались вместе, и в этом был какой-то свой шарм. Никто никому не мешал. ПВЕ-крабы порой с интересом наблюдали за отыгрышем ролевиков. ПВП на Этенах — это целая отдельная культура, и там были свои знаменитые личности, за которыми целые охоты устраивали. И, пожалуй, самое важное — никаких проблем с пониманием окружающих. Сейчас на глобале у вас два варианта. Первое — это играть с русификатором и совершенно не ориентироваться в контенте игры. Сидеть и думать, как там этот данж по-английски называется, как туда народ собрать адекватный, еще с буграми объясняться надо. Конечно, сейчас набегут челики, которые начнут пояснять за важность английского, но адекватным людям, в том числе и знающим английский, на это, как правило, насрать, что я всецело, кстати, поддерживаю. Либо, конечно, можно играть на инглише, но потерять все погружение из-за невозможности понимать, что происходит, понимать тонны шикарных квестов и историй. И это тоже такое себе. Это все создает определенный дискомфорт. Полноценная русскоязычная комьюнити — это третий важный аргумент в сторону ру-серверов. И это три важных плюса, которые в сумме позволят новым русскоязычным игрокам очень легко войти в игру. Я вам открою страшную тайну, но 99% людей вокруг вас даже не знают про существование подобной игры. Чудо, если они вообще узнают про лотро через сарафанное радио. И для них будет невероятно тяжело во всем разбираться, установить русификатор, разобраться с оплатой, какие-то випы по 1,5 косаря в месяц, хуипы, аддоны, квестпаки, да нахрен оно мне вообще надо, у меня после работы и так башка болит. А 90% людей они именно такие. Это ты такой прошаренный можешь пояснить за ММО, где чего делать и куда тыкать. Молодец. Ну, либо я, который на этом зарабатывает деньги. Но окружающие нас с тобой люди, нет. Им нужно все максимально просто. Поэтому, когда чел тыкнет на рекламный баннер, заинтересуется игрой и попробует ее, чтобы он остался и вливался в нашу культуру, для него все должно быть максимально просто, понятно, на русском языке, и чтобы другие люди вокруг него также могли его понять и помочь ему. Это работает только так и никак иначе. Но, конечно, пора поговорить и о главном потенциальном минусе русских серверов. Он по факту один, но довольно крупный. Ру-сервер — это резервация. Не очень приятное слово, но, к великому сожалению, ру-сервер 99% не будет входить в общий кластер глобала, как, например, работают сервы SO или WoW. То есть глобал останется глобалом с евро и US серверами, а ру-версия будет совершенно отдельным таким дата-центром с парой своих серверов. Минусы этого, я думаю, очевидны. Если вдруг игру снова постигнет судьба прошлой локализации отмыла, то есть игру возьмут и закроют, мы рискуем снова потерять абсолютно все. Всех персонажей, все ачивки, все накопленное и накупленное имущество и все наши ЖП-часы. И это та вещь, от которой не застрахован никто. Ни одна локализация, ни один проект. Люди держатся за свои аккаунты и за свое игровое имущество и не хотят его потерять. И это вполне логично. А давайте не будем лукавить, Innova далеко не самый чистый издатель. И за ними бывали нормальные такие косячки и скандалы. И я сомневаюсь, что нам дадут хоть какие-то гарантии, что если вдруг с сервами что-то опять пойдет не так, то у нас будет трансфер или адекватная компенсация. Но в то же время я не могу не отрицать факт, что ситуация тут слегка другая. Во-первых, главным виновником закрытия ру-версии в прошлый раз была компания Turbine, из-за которой чуть не померла лотро и на западе. Этой компании больше нет, разработчики выкупили права на игру и теперь все делают сами и по-человечески. Им помогают в издательстве Daybreak, и они норм ребята. Также есть факт, что Innovu выкупил шведский холдинг, что тоже должно как-то повлиять на качество их работы, я надеюсь. Нам это только еще предстоит выяснить. Так что предпосылов к тому, что игра закроется в ближайшие лет 5 со стороны именно разрабов, их практически нет. Но нет и никаких гарантий, что ру-сервы станут успешны и на них пойдет играть достаточное количество новичков,
новичков, чтобы вкупе с вернувшимися старичками хватило онлайна хотя бы там лет на 5, а то и даже побольше. И это уже будет зависеть от целой кучи других факторов. Начиная от качества апдейтов Standing Stone Games, чтобы игру действительно адекватно подсвежили и поправили, до того, как Innova будет проводить рекламную кампанию игры, как будет поддерживать сервера и ставить обновы, насколько хайпанет сериал в конце концов. Скажу проще. Ждать RU-сервер имеет смысл ради плюсов, изложенных выше. Но какой-то гарантии, что все снова не пойдет варгу под хвост, ее нет. Поэтому тут каждый будет решать за себя. И перед тем, как я выскажу свое финальное мнение на тему, стоит ли ждать русские сервера, давайте послушаем ребят, которые активно играют в Лотро и делают по ней контент. Привет, меня зовут Сорви Борода, и вот мое скромное мнение. Станет ли вдруг игра «Властелин колец Онлайн» мега популярной из-за выхода сериала от Amazon в следующем году или из-за каких-то крупных апдейтов? Вряд ли. Но уверенно могу сказать, что у Лотро сейчас гораздо более светлое будущее, чем это было, скажем, 2-3 года назад. С приходом нового продюсера, кстати, нашего бывшего соотечественника, разработчики наконец-то сменили курс развития игры. Теперь они не только производят новый контент, но и улучшают старые системы, устаревшие механики и так далее. В этом году, например, упростили и сделали более понятной систему легендарного оружия. В следующем году ожидается обновление интерфейса. Но каких-то крупных сдвигов, вроде тотального обновления графики, нового движка, точно ждать не стоит. Такие громкие заявления, вроде выпуска Лотро на консолях, присутствуют только в документах для инвесторов, как пыль в глаза по большей части. Тот, кто хоть раз или два поиграл в Лотро, поймет, что эту игру невозможно портировать на консоли, разве что написать полностью новую игру. Разработчики неоднократно говорили на своих стримах, что не будет никакого глобального обновления графики. Будут в течение долгого периода небольшие графические улучшения. Так что сейчас будущее Лотро — это не какие-то резкие скачки, а плавная полировка, развитие под девизом медленно, но верно. Но по поводу русских серверов не могу сказать, что они прям никому не будут нужны. Многие русскоязычные игроки, которые сейчас играют на оригинальных серверах, признавались, что с удовольствием бы перешли на официальный русский сервер, да и новая публика на такие проекты всегда приходит. Но надо понимать, что успех всего этого предприятия зависит от ценовой политики. Если компания Innova, которая занимается сейчас подготовкой русского сервера, сделает адекватные для наших реалий цены, народ придет. Потому что оригинальные цены в долларах на дополнение, на VIP-подписку и прочее, очень кусаются. Так что я обязательно опробую русский сервер, когда он появится. И вот тогда уже можно будет сделать выводы, стоит ли на нем оставаться или по каким-то причинам лучше вернуться на оригинальные сервера. Собственно, вот и все. Спасибо большое. На самом деле, я считаю Лотро довольно надежным проектом, учитывая то, что игре уже больше 14 лет, и она все еще держится на плаву. До меня доходили слухи о том, что разработчики планируют графическое обновление. С одной стороны, это, конечно же, привлечет новую аудиторию, потому как встречаются люди, которые не играют в Лотро чисто из-за ее устаревшей графики, которая особо кардинально и не менялась с 2007 года. И, кстати, да, я хорошо отношусь к обновлению графики в Лотро, но лично для меня это не имеет никакого значения. Меня устраивает и текущий уровень графики. Самое главное, чтобы разработчики продолжали двигаться в ту сторону, в которую они идут сейчас. И это я вам говорю как игрок, увлеченный Лотрой с 2012 года. Буквально с каждым годом игра становится интереснее. Разработчики придумывают новые фичи, какие-то новые механики. Буквально недавно вышло дополнение «Судьба Гундабада». Ну где еще будет возможность посмотреть, например, на Дурина Первого или на события, происходившие в первую эпоху Средиземья. Разработчики продолжают допиливать контент этого дополнения. В общем, игра мне очень нравится, она меня не отпускает. И это при том, что я, честно говоря, не особо любитель ММО игр. И думаю, что сериал от Amazon, если он все-таки удастся, внесет свои коррективы и поможет Лотро стать более популярной, как и графическое обновление игры. Меня многие спрашивают, как я отношусь к RU-серверам. На самом деле, я еще не сталкивался
сталкивался не с одной игрой, сервера которой закрывали и после чего открывали вновь. И если они будут открываться вновь, в принципе в этом нет ничего плохого. И я даже допускаю возможность того, что я там создам хотя бы одного персонажа и буду там тоже играть. Параллельно с евросерверами, потому что евросервера это все-таки крепкий и надежный фундамент. Но в любом случае мне будет интересно посмотреть, что из себя представляют эти RU-сервера. И да, если RU-сервера откроют сразу с актуальным дополнением, мне кажется, это только к лучшему. Все-таки для привлечения новой аудитории лучше показать игру во всей своей красе. Выпуск игры с самого начала с Тени Ангмара это скорее больше для олдов. Здравствуйте. Краткое мнение от игрока, который играет в Лотра на капе и видит всю картину актуального PvE и PvP контента. Есть ли у игры перспективы? Однозначно есть. Лотра это одна из лучших MMORPG, на мой взгляд. Интерес к Лотре у людей растет, я вижу это у себя на стримах и в самой игре. Плюс активно играющая комьюнити, которая держит стабильный онлайн и без какого-то графического апдейта и релиза сериала. Естественно, после выпуска сериала и патча онлайн закономерно вырастет. Однако у игры есть ряд проблем, связанных с техническим состоянием, с балансом и так далее. И, наверное, графический патч это немного не то, чего ждут активные игроки. В Лотра играют совсем не из-за графики. Что касается RU-серверов. Тема очень спорная. Русскоязычная комьюнити, с кем общаюсь и играю я, относится к этому максимально отрицательно. В своем вчерашнем видео я уже объяснял почему. Пойду ли я туда? Просто посмотреть, что там такое? Обязательно посмотрю. Но переходить туда играть, все очень сильно зависит от условий, которые нам предоставят. Инова должна сделать что-то невероятное, чтобы привлечь людей из глобала. Я вижу только два плюса в будущих серверах. Это региональные цены и меньший пинг. И пока, наверное, этого недостаточно для того, чтобы я точно сказал, что пойду туда играть. Если разобраться, то текущие цены не такие уж и дикие, да и пинг не так сильно мешает. Например, у меня стабильная задержка 250 миллисекунд, и я вполне комфортно играю в актуальный контент. Новость о том, что сервера будут без постепенного прогресса, я уже давно слышал. Наверное, это плюс, но все будет зависеть от того, будут ли продаваться валары и за сколько. Если их не будет вообще, то затея, скорее всего, сразу обречена на провал. Что же считаю лично я? Вероятность того, что RU-Лотра смогла бы когда-то перевыйти в СНГ, была равна практически нулю. Большая часть наших играть на глобал не пошли, и новые наши туда тоже не пойдут, хоть ты клепай эти видосы с гайдами по русификатору, по оплате и так далее хоть каждый день. Потому что все равно дорого, сложно и вообще мне лень заморачиваться. Те остатки RU комьюнити, которые там играют, их, конечно, еще хватит. Найти RU содругу вообще не проблема почти на любом сервере. Но этого совершенно недостаточно, чтобы прочуять ту самую атмосферу игры и комьюнити, которая царила на RU серверах. Конечно, сейчас она будет другая, потому что большая часть людей будут новенькими, которые не умеют играть и жить в этом мире, но мы-то с тобой знаем, как это делается. Нам, по сути, дадут возможность еще раз пережить самое лучшее приключение в нашей ММО жизни. И да, я прекрасно отдаю себе отчет, что RU сервы так или иначе когда-нибудь закроются. Через 3 года, через 5 лет, через 10 лет. И мы снова потеряем наших персонажей, наши ачивки и весь прогресс. Но ради возможности еще хотя бы годик побегать в этой атмосфере, встретиться с теми людьми, показать новичкам, что такое дух Властелина колец онлайн, за эту возможность я готов снова купить весь контент игры и даже снова его потерять спустя несколько лет, если так, конечно, сложится судьба. Ну, вообще не хотелось бы, но от этого никто не застрахован. Игры приходят, игры уходят, как, в общем-то, и деньги. А вот эмоции и знакомства, те часы веселья, те концерты и посиделки в горцующем пони, я считаю, что все это гораздо важнее. Ну, либо, конечно, играйте на глобале. Тут исключительно выбираете вы сами.